Привет, друзья! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Кристина Урис. Это Даша. Просто Даша. С канала Russian with Dasha. Да. Ссылка на канал Даши будет в описании. Как вы знаете, я делаю видео о русском языке и культуре. Даша тоже, кстати, делает видео о русском языке и культуре. Поэтому заходите, смотрите. Вот. И сейчас я расскажу, что мы здесь делаем, где мы находимся. Мы находимся в центре Петербурга. Как видите, за нами Исаакиевский собор. Вот. И мы пришли сюда, потому что рядом здесь еще есть манеж. Вот. Давай вот. Повернемся. Да, давай повернемся обратно. Вот так. Манеж — это такой выставочный комплекс, и сейчас там проходит выставка современного искусства, на которую мы и собираемся пойти. И она называется «Не Москва, не за горами». Да, интересное название. Да, интересное название, которое можно расшифровывать. Не Москва. Вот что такое не Москва? Даш, как ты думаешь? Я думаю, не Москва — это все, что за КАДом, то есть за кольцевой автодорогой в Москве. Это вся остальная Россия. Да, то есть в России почему-то принято делить Россию на две части, да, Москва и то, что Не Москва. Не Москва, да. То есть не Москва, за этим названием зашифрованы другие города России, потому что художники этой выставки, они из других городов, да, можно сказать, там, из провинции, вот. И, ну, вот инсталляции представлены, что? Я думаю, мы увидим сегодня разные инсталляции, разные арт-объекты, пофотографируемся, да? Да, в общем, наша цель сегодня... Я люблю современное искусство, но я ничего не понимаю, но мне нравится фотографироваться в нем и прикалываться. В общем, это забавно, можно сделать классные снимки. Вот. И то, что интересно, это то, что выставка посвящена России. Вот. И как художники, провинциальные художники видят Россию, то есть там какие-то будут подняты может, социальные даже темы или политические. Да, политические темы. Вот мы посмотрим, покажем вам. И в конце поделимся впечатлениями, вместе порассуждаем над тем, что мы увидели. Вот. Приглашаем к просмотру. Да. Я еще думаю, нам все-таки нужно сказать, что значит «не за горами». Да. Ну, Даша, как ты думаешь, что значит «не за горами»? Не за горами — это значит близко, рядом или недалеко. То есть вам не нужно куда-то далеко ходить, чтобы увидеть прекрасное. Ну или увидеть что-либо другое. Вот. То есть не рядом, Москва, да. Не за горами, да. Другие города рядом сегодня здесь. Подписывайтесь на канал. Разные прекрасные инсталляции из пластилина, из металла, из пластика, камушки. Короче, очень концептуально, очень интересно. У художников, у авторов ушли годы на создание этих шедевров. Зацените. Когда в детстве у моей бабушки была куча спичечных коробков, и я делала из этих спичечных коробков разные домики такие, да? Угу.
это телевизоры, по которым показывают... Что там показывают? Что? Каких-то микробов? В общем, вот это... Кто это? Инфузория туфелька. Инфузория туфелька? Вон там. А, вот здесь, да, найди ее. Вот тут. Это современная люстра, с которой свисает какая-то слизь. Может, это глазурь? Глазурь или сахарная вата. Не знаю. Вот это гвоздь программы этой выставки. Мне больше всего нравится эта инсталляция. Здесь написано неоном: ты все равно умрешь, и стоит беговая дорожка. Можно побегать. О, Господи. А Кстати, точно можно бегать? Даша, смотри. А не знаю, мне кажется, можно. Так. Я пошла. Смерть. Все, спасибо, мне понравилось. Можно остановить аттракцион. Отлично. Смотри, сейчас она опять начнет мигать. А, и что это значит? Какой-то символ? Я думаю, что... Я остановила смерть. Ничего не выиграла. Так, это труп. Труп, чей это труп? Но у меня приходят ассоциации, что это Ленин, но нет. Там на экране меняются лица все Там время. меняются лица, но кто это? А, то есть это разные, да, люди? А там Битлз, я вижу. И кто еще? Какие-то, да, известные люди разные. Вот, мы нашли символ России. Медведь. Почему-то он плачет. О, кстати, может быть, это что, Россия плачет, значит? Я думаю, это значит, что природа в России плачет. И все живое. Ужасно. Это постовой. Постовой, правильно, да? Да, я думаю, постовой. И у него в руках венок. Венок, лопата. Да, этот венок обычно кладут на Погребальный, да. кладбище. Ну, в общем, тоже какой-то символ смерти. Здесь сплошная какая-то смерть, печаль. Написано пост из серии «Праздник». Праздник? Да. А, из серии праздник? А, ну то есть, типа, смерть это как праздник, да? Угу. Хотя в России у нас это не праздник. Ну, в каких-то странах это праздник, да? Вот. Теперь у нас тоже это праздник, получается. Бассейн, заполненный гудроном. Можно взять полотенчика и искупнуться. Но это будет ваше последнее купание в жизни. Да, потом вы встретите вот этого чувака.
Привет. Итак, мы с Дашей посетили эту прекраснейшую, великолепную выставку современного искусства. И сейчас мы хотим поделиться своими впечатлениями. Даш, одним словом, что это было? Это была Россия. Это была Россия? Да. Ты хотела сказать что-то другое? Ну, впечатления немного смазанные, потому что я ожидала большего на самом деле. Я один раз была уже на выставке современного искусства. Это было в музее города Хельсинки, называется музей Киасма. И мне там очень понравилась выставка. Здесь, не знаю, может быть, я просто чего-то не поняла. Но либо нам нужно было взять аудиогид, чтобы понять глубину либо мысли. Надо было перед этим чего-то выпить, да, чтобы понять, как говорится, без пол-литра не разберешься. Ну, в общем, мы особо не поняли концепцию, то есть все эти арт-объекты нам нужно было читать, наверное, надо было читать. Да, и вот это было самое... На самом деле читать бы не помогло, потому что я читала, и там была история, но я не уловила глубины. Мне понравилось несколько объектов там, где и было взаимодействие человека с объектом. Это был объект, где мы проходили мимо зеркала, и с другой стороны шло видео гуляющей девушки, витрины. И получилось, что наше отражение совместилось с отражением девушки, и мы стали одним целым. Да, мы стали как бы частью этого арт-объекта. Но я тоже думаю, что когда идет какое-то вот взаимодействие, коммуникация с инсталляцией, с объектом творчества, да, это действительно современное искусство, и это интересно. А когда просто какая-то груда мусора, да, лежит, и написано, не знаю, аллегория там чего-то, аллегория там, не знаю, России современной, и ты смотришь на эту груду мусора и думаешь, ну, что это такое? Ну, да, у меня вопрос к тебе. Как ты думаешь, если иностранец придет на эту выставку, какое впечатление о России у него сложится? Мы увидели с тобой бассейн с нефтью, да, гудроном, увидели болото, увидели венки похоронные. Да, вот из нашего видео, да, вы поняли уже, что, ну, что какое-то грустное, да, впечатление создается какой-нибудь. Ты все равно умрешь. Осадок, да, там тема смерти, какой-то безысходности, мусора. Ну, в общем, какой-то образ России не очень, да, складывается. Я думаю, что художники хотели обратить внимание на проблемы, которые есть в городах, с одной стороны, и с другой стороны показать, что не все потеряно, все-таки искусство есть. Есть искусство. Да, хоть я и сфотографировалась на фоне картинки, что искусства нет. Да, и может быть, действительно эти художники не из Москвы, им так грустно и печально, что они живут в безысходности, делают такие грустные арт-объекты и думают, а вот если бы мы жили в Москве, то, наверное, все было бы хорошо. А так смерть, печаль, тоска, мы все умрем, типа можно ничего, можно не рыпаться. Терпеть. Ну, ты бы пошла еще раз на такую выставку? Ну, на ту же самую я бы не пошла, конечно, но вообще я честно скажу, я плохо разбираюсь в искусстве, но мне интересно вот эти замыслы современных художников, особенно когда это что-то, что можно потрогать, или когда ты сам можешь стать частью объекта. То есть это уже какое-то взаимодействие, и ты по-другому видишь мир, по-другому видишь себя, становясь этим объектом, и это здорово. Да, и еще классно то, что можно сделать прикольные фотографии, да, и видосы. Вот. Да. Вот в этом плане мне нравится современное искусство. Это не так, как приходишь в Эрмитаж, а это не трогай, тут не дыши, да, а здесь ты можешь трогать, взаимодействовать. Вот. Да, конечно, любое искусство это классно, да. Мы должны все равно ценить да, и ходить, узнавать новое, потому что просто мы расширяем свой кругозор,
Ну, наверное, все-таки наш совет брать аудиогид, когда вы идете на выставку современного искусства. Да, чтобы понять эту сложную и загадочную концепцию, которую хотел передать нам автор. Вот. Ну, пожалуй, на этом мы закончим наш диалог, нашу беседу. Что мы скажем в конце? Так, напишите, в общем, в комментариях, что вы думаете про эту выставку. Вообще, как вы относитесь к современному искусству и ходите ли вы на выставки в Да, своем да. городе? Может быть, вы расскажете нам свой какой-то опыт. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Да-да, колокольчик. Да, всем спасибо. Пока. Увидимся. До новых встреч. Пока. Пока-пока.